Привет всем, друзья! Как бы мы ни относились к политике, она является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Уже неоднократно на этом канале мы обращали ваше внимание на пророчества лидеров партий и объединений. А это видео о сбывшихся предсказаниях лидера ЛДПР Владимира Жириновского вообще потрясает воображение. Такое впечатление, что Владимир Вольфович заранее знал не только события будущего, но и годы, в которые они должны произойти. Посмотрите после этого ролика, ссылка будет в описании. Что же до главы государства Владимира Владимировича Путина, мы думаем посвятить в будущем отдельный ролик, собрав все его предсказания воедино. Если вам это будет интересно, сообщите об этом лайком или оставьте короткий отзыв в комментариях под видео. Сегодня же мы обсудим новость, о которой глава государства открыто сообщил на пленарной сессии в рамках 18-го ежегодного заседания клуба «Валдай». Когда глава государства открыто сообщает о таком, люди уже не могут игнорировать происходящее, и с каждым днем становится все позднее для того, чтобы принять необходимые меры. К сожалению, для каждого из нас мы слишком близко подошли к исторической точке, состоящей из фактов, игнорирование которых неминуемо приведет человеческую цивилизацию к концу. Итак, начнем с главного. Мировые проблемы достигли такого уровня, что следует ожидать потрясения всемирного масштаба. Вот что сказал Владимир Путин. Мировые войны, кровопролитные общественные катаклизмы. Все говорит о том, что существующая модель капитализма – это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Эти процессы усугубляются, и надо что-то делать. Природные катаклизмы, засухи, наводнения, ураганы, цунами стали практически нормой. Мы к этому начали привыкать. Для тех, кто все еще отвергает идею глобальной встряски человечества в 21 веке, сообщим на всякий случай тему прошедшего форума в дискуссионном клубе, которая звучала так: «Глобальная встряска 21. Человек, ценности, государства». И пока многие ищут ответы на вопросы о том, что же все-таки происходит в мире, вот еще несколько впечатляющих цитат президента. Любое соперничество в таких условиях теряет смысл, если будет нечем дышать или нечем утолить жажду. Сейчас самой главной задачей становится обеспечивание безопасного существования человека. Чтобы повысить шанс на выживание в условиях катаклизмов, нужно будет переосмыслить организацию нашей жизни, наших жилищ, того, как должны развиваться города. Повсеместное неправомерное распределение материальных благ ведет к неравенству возможностей на всех уровнях. В ряде государств и целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, и есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться и в ближайшее время может достичь крайних форм, сказал Владимир Путин. Упомянуть нужно еще и дефицит воды и электроэнергии, не говоря уже о проблемах бедности и высокого уровня безработицы. Многим сегодня уже не до борьбы за влияние. Со своими бедами разобраться бы. Ну а следующая цитата Владимира Путина и вовсе может шокировать людей. Кажется, что все это было на поверхности, но почему лишь после слов президента многие из нас будто бы сняли розовые очки? Цитата Владимира Путина. «Что будет, когда техника превзойдет человека по способности мыслить? Где предел вмешательства в человеческий организм, после которого человек перестает быть самим собой и превращается в какую-то иную сущность?» Неизвестно, отметил Путин, что все это будет значить для нас и для наших потомков, когда безграничными возможностями на этом поприще воспользуются развитые страны. Ну а на самом деле, если уж на чистоту, то недавно ушел из жизни великий физик и мыслитель Стивен Хокинг. Несмотря на все свои физические недуги, его мозг делал фундаментальные расчеты, что позволило ученому оставить для нас предсказания. Посмотрите этот ролик. Тогда многое из сказанного Владимиром Путиным станет для вас еще понятнее.
Какие события в будущем ожидают Вселенную и мир? Куда приведет цифровизация? И почему Хокинг так боролся за ограничения по части разработок и возможностей искусственного интеллекта? И насколько это опасно сейчас, когда уже, если не каждый школьник, но уже многие студенты-программисты обладают знаниями, способными вывести их на фундаментальные и опасные для мира изобретения. Но эта область, по крайней мере, еще во власти человека. А вот что можно было бы остановить, но лишь общими усилиями, так это проблемы климата, что уже в ближайшие 10 лет способны стереть с лица Земли целые страны и государства. Много стихийных беженцев уже сейчас стремятся покидать затопленные территории. Но складывается впечатление, что кроме принятых деклараций и переговоров, на последнем саммите по климату ни одного конструктивного и последовательного решения принято не было. Господин Байден и вовсе уснул на обсуждении климатических проблем. Гораздо охотнее он обсуждал отсутствие президента России на саммите, чем доклады и речи участников. Показная заинтересованность в фундаментальных проблемах экологии уже сама по себе большая проблема. Такое впечатление, что у этих людей, что принимают решения и готовят обсуждения по климату, нет никаких последовательных решений, только общая цель, достижение которой без четкого плана в принципе невозможно. А плана этого нет. И уже сегодня у многих из нас действительно есть основания беспокоиться о стремительных изменениях в климате, о вымирании растений и животных, об изменении карты мира. Владимир Путин, говоря о будущем, подчеркнул: названные изменения набирают обороты, и их, безусловно, не остановить. Безусловно, то есть нет никаких условий для того, чтобы помешать такому будущему свершиться. А если они и есть, то вероятность их исполнения ничтожно мала. Никто не хочет ничего менять, никто не ощущает свою личную ответственность за будущее, и вместо людей с общей целью мы получаем разобщенное общество, единицы в которых не могут решать такие глобальные проблемы. Все это значит лишь одно. Уже сегодня можно констатировать, что большинство предсказаний на этом канале сбылись или все еще ожидаются к исполнению. Это уже не просто видение старцев и прогнозы ученых. Это очевидная закономерность протекающих мировых, политических, экономических, социальных и природных процессов. Пересмотрите видео на канале, ссылка на весь плейлист о будущем есть в описании, и вы увидите, как много всего уже произошло, и поймете, что ждет нас всех впереди. А самой главной задачей становится обеспечение безопасного существования человека. Добавлю, что трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества, во всяком случае из тех, что мы знаем. На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем. Но это именно, к сожалению, на словах. Эгоистические интересы полностью взяли верх над общим благом, заявил президент. И это действительно так. По итогам мы можем сделать неутешительные выводы. В ближайшее время в связи с климатическими проблемами, с сопутствующей пандемией, с усилением мировых лишений и беспорядков, ситуация в мире и по странам точечно будет лишь ухудшаться, если, конечно, не случится событие, которое полностью изменит всю текущую ситуацию и повернет ее в более благоприятное русло. Сходимся на том, что настоящее время – это испытание не для слабонервных, а, как говорили старцы, это время очень интересное, но при этом непредсказуемое и опасное. Время свершения событий, в которые не верят, о которых слышали лишь в фантастических фильмах. Видимо, наша судьба в том, чтобы попытаться достойно пережить все грядущие события, укрепить свой дух, войти в новое время с чистыми помыслами и сильной верой в Создателя и Бога, в то, что Он обязательно вмешается и сделает этот мир чище и лучше. А вы что думаете о нашем будущем и словах президента России Владимира Владимировича Путина? Согласны ли с ним, или все, что он сказал, на самом деле лишь фантазия, а реальность совсем другая? Давайте обсудим в комментариях и поставьте лайк, если это видео было для вас интересным. Подписывайтесь на канал, чтобы первыми быть в курсе событий будущего, а также переходите на наш официальный сайт. Там много статей о том, что нас ждет. Спасибо за внимание. До новых встреч!